Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы Prom в необходимую вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из Prom в другие системы. Например, вы сможете по Webhook отправлять данные о заказах в нужную вам систему, удобно хранить и обрабатывать их там. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Prom. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Prom к системе Apex Drive. Для того, чтобы получить актуальный API-ключ, вам необходимо обратиться в службу поддержки Prom. После того, как вам предоставят API-ключ, скопируйте его, вставьте в текущее поле и нажмите «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Теперь необходимо указать действие «Отправка данных». Далее необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать URL для отправки данных, куда будут приходить данные из Prom. Для этого необходимо сгенерировать такой URL в системе Apex Drive. Для этого необходимо создать еще одну связь и в источнике данных указать систему Webhook, которая предоставит нам URL для приема данных. В системе, куда вы планируете передавать данные, необходимо будет сгенерировать такую ссылку, которая будет выглядеть примерным образом. После того, как у вас будет этот URL, его необходимо вставить в соответствующее поле при подключении Webhook в приеме данных. Когда виртуальный аккаунт Webhook создан, кликаем «Продолжить». На этом этапе необходимо выбрать тип отправки, а также составить название переменных, которые будут отправляться в вашу систему приема. После того, как вы указали название переменной, необходимо выбрать ее значение из выпадающего списка. Чтобы появилась еще одна пара значений, кликаем «Добавить». После того, как все данные указаны, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный Webhook. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Webhook». После успешной отправки перейдите в систему, куда вы планируете передавать данные, и проверьте результат. В данном случае мы перейдем в систему Apex Drive и подгрузим тестовые данные в источнике. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи.
На этом этапе настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Тестовую связь, которую мы использовали для подключения веб-хук в источнике, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!